Приветствую вас на канале и в сообществе Wow Nails Design. В этом видео у меня для вас мастер-класс очередного Wow маникюра. Бомбически просто получился дизайн с попугаями, яркое и кислотное сочетание. Итак, без всякой воды, четко и информативно, поехали. В качестве подложки все ногти перекрываю плотным белым гель-лаком. На мизинце и на среднем пальцах у меня будут градиенты, поэтому их перекрываю первыми и не просушивая. Стараюсь перекрыть равномерно, но максимально тонко. Делаю я это сначала кистью из флакона и, если необходимо, дорабатываю тонкой вдоль кутикулы и боковых валиков. На непросушенный белый гель-лак посыпаю прозрачную мелкую акриловую пудру. Аккуратно переворачиваю руку, стучу по пальчикам, чтобы сыпались излишки пудры, просушиваю 60 секунд и жесткой щеточкой тщательно очищаю от остатков пудры. Затем перекрываю оставшиеся ноготки, их уже перекрываю в 2 слоя. Здесь уже никакая пудра не нужна, пудра нужна была только под градиент, потому что по ней легче и быстрее всего перемешать гель-лаки цвета между собой. Перекрыв ноготки в 2 слоя, просушила 1 минуту, и на безымянном и указательном пальцах у меня будет печать, поэтому на кожу вокруг ногтя наношу Skin Defender, или, как назвал производитель, Nail Mask, чтобы защитить кожу от чернил принтера. И далее воспользуюсь моим космическим просто помощником, вот таким вот малышом, переносным принтером для печати на ногтях. В предыдущем своем видео более подробно рассказывала о нем, как подключается, как работает и так далее. Если интересно, оставлю ссылку в описании. Мой мобильный и принтер соединены по Wi-Fi. Захожу в специальное приложение для принтера и выбираю печать рисунка, выбираю картинку с телефона, нашла ее на просторах интернета в свободном доступе, но яркость чуть-чуть сделала выше, то есть посветлее сделала картинку, так как в оригинале печатается темнее, чем мы видим на экране своего мобильного. Картинка для печати у меня подготовлена. Нажимаю кнопку подсоединения принтера, и внутри принтера включается камера. И на белую подложку, на ноготок наношу специальный принт-гель равномерно и тонко. И не просушивая, печать происходит именно по жидкому этому гелю. Аккуратно ставлю пальчик в принтер, отщелкиваю нижнюю подушечку, и пальчик прижимается и стоит ровно недвижимый внутри принтера. Я сняла специально переднюю крышку, чтобы было видно, слышно, как же работает и печатает принтер. На экране своего мобильного я вижу ноготь внутри принтера, как он стоит, что и как. Корректировала картинку по размеру и нажимаю печать. И процесс печати запущен. Чуть меньше минуты и фотография попугая у меня на ногте. Чтобы не растягивать видео, я ускорила этот процесс, но ничего не вырезала. И все у вас на виду. Не люблю такие порожниковые моменты, когда ничего не происходит, но я обязана показать весь этот процесс, чтобы не говорили, что что-то подменено. Камера внутри принтера на время печати выключается, и когда заканчивается, подгружается. Я не дождалась этого момента синхронизации камеры и моего мобильного и вынула ноготок. Пока гель не просушен, ноготок глянцевый, ставлю на 1 минуту в лампу, и он становится полностью матовый, что свидетельствует о том, что он полностью просох. В этот раз я немножко усложнила себе задачу и решила сделать печать на 2 ногтях. И после того, как напечатала и просушила первый ноготок, прокрашиваю принт-гелем второй. Выбираю, подготавливаю картинку. На указательной я выбрала такого же попугая, но только крупный ракурс, именно голову этого попугая. Нажимаю кнопку синхронизации, связи принтера и моего мобильного, и внутри принтера включается камера. Аккуратно ставлю ноготок с жидким непросушенным принт-гелем, корректирую картинку по размеру, так чтобы она была на весь ноготок, включаю прозрачный режим, с помощью которого мне видно и боковые валики, и где картинка, и где ноготь, и нажимаю печать. Магический режим запущен. Чуть менее минуты, и у меня второй яркий сочный попугайчик на ноготке. Данный процесс на видео я уже немножко сократила. И в этот раз дожидаюсь синхронизации камеры и моего мобильного. Включается внутри камера. Камера и сама печать немножко с завышенной яркостью. Получается сочнее, чем, например, даже картинка. Напечатав этого попугая, я вспомнила, что хотела зеркально его отразить, то есть развернуть, но забыла. Специально оставила этот момент. Что делать, если вы ошиблись или передумали, не понравилось? Безворсовой салфеткой, смоченной в обезжиривателе, вытираю картинку и промазываю еще раз принт-гелем. Устанавливаю пальчик в принтер. Внизу под выбранной картинкой, я ее не меняла. Я нажала значок «Отразить изображение». Нажимаю печать.
И напечатала точно такого же попугайчика, но уже развернутого в другую сторону, как мне и нужно. Магически просто залипательный процесс, скажите. Итак, печать готова. Все попугаи в сборе у меня на ногтях. Пока принт-гель не просушен, ноготок глянцевый. Специально показываю до просушки для наглядности. Просушив 1 минуту, ноготок стал матовый, то есть полностью высох. И на данном этапе могу убрать вот эту пленочку, нейл-маску. На указательном ногте, так как вытирала предыдущего попугая, чтобы напечатать развернутую в другую сторону, краски принтера затекли в пазухи боковых валиков. И там мне придется вытереть салфеткой, смоченной в обезжиривателе. И приступаю к градиентам. Первый градиент делаю на мизинце. Примерно по 1/4, по 1/5 наношу белый, неоново-желтый, неоново-зеленый, насыщенно сине-голубой и насыщенно синий. И кистью гребешок для градиента разметающими движениями начинаю снизу и продвигаясь кверху, перемешиваю по очереди все цвета. Данный способ наиболее простой и быстрый, получить плавный переход. Этот градиент я выполняю в 2 слоя. И первый слой будет в качестве подложки. И он не обязательно должен быть идеальным. Если необходимо, дорабатываю боковых валиков, доперемешиваю цвета и ставлю сушиться 30 секунд. Затем наношу те же самые цвета и дублирую еще раз слой. С той лишь разницей, что помимо разметающих движений, прохожусь еще и стягивающими, доводя градиент до идеала. Я такие градиенты делаю одинаково быстро и в мокрой технике. Но по акриловой пудре, тем более такие контрастные, где много цветов, сможет сделать даже новичок. Тонкой кистью прохожусь вдоль кутикулы и, если необходимо, у боковых валиков. Вытираю, если испачкала, и просушиваю 30 секунд. Далее буду прорисовывать плотной черной гель-краской. У меня это гель-краска для стемпинга. Тонкой кистью прорисовываю такие вот полукругом неровные полосы. И кистью для градиента чуть-чуть похлопываю их и делаю их такими ворсистыми или пушистыми визуально. И у меня получается вот такой вот душевный окрас, имитирующий щечки попугая. Просушиваю хорошо в лампе и затем перекрываю матовым топом. У меня матовый топ с липким слоем. Пока топ не просушила, показываю в глянцевом варианте. Просушиваю топ и вытираю липкий слой, мой ноготок стал матовый. Таких замшевых ноготка у меня 2, мизинец и большой. И теперь делаю самый завораживающий градиент, это вертикальный на среднем ноготке. Кистью шириной 2 мм наношу гель-лаки нужных цветов. Это желтый, насыщенно голубой и насыщенно синий. Естественно, не просушивая, этой же кистью перемешиваю цвета между собой четкими вертикальными движениями от кутикулы к свободному краю. Если необходимо, перед просушкой дорабатываю тонкой кистью у кутикулы и боковых валиков. Я градиент сделала в 2 слоя, второй продублировала точно так же, как и первый. Просушила градиент 60 секунд и перекрыла матовым топом. Топ просушила 1 минуту, он у меня с липким слоем. Вытерла липкий слой, и мой замшевый градиентный ноготок готов. Все больше и больше влюбляюсь в вертикальные градиенты, особенно на длинных острых ногтях и под матовым топом. Далее на палитре мешаю цвета и докрашиваю вот эти вот недопечатанные области. Добавлю буквально точечку неонового оранжевого, травяного зеленого. Оранжевый смешаю с желтым, и у меня получается подходящий оттенок. Таким образом, мешая подходящие оттенки, занимает это буквально минуту-две, докрашу вот эти вот все области, чтобы рисунок, печать был целиком на все мои длинные ноготки и смотрелся монолитно. Буквально 2-3 мазка докрашиваю хвосты, клюв и вот этот вот фон над головами этих попугаев. Цвета подбираю, соответственно, фону самой картинки, чтобы они не отличались. Не придумываю какие-то свои, так как есть вариант просто визуально испортить цветосочетание. Окончательно просушиваю и перекрываю все ноготки матовым топом. Для наглядности показываю до просушки, как они выглядят в глянце.
Окончательно хорошо просушиваю топ и вытираю липкий слой. Мой вау-маникюр с попугаями готов. Честно, до этого маникюра сама не думала, что маникюр с какими-то там попугайчиками может выглядеть так статусно и так дорого. Надеюсь, это видео вам понравилось или было полезным. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно, а также я вижу, что вам нравится мой контент. И да, рисовашки будут подобных животных, то что возможно, но скорее всего в закрытых платных группах или каналах. А у меня на этом все. Спасибо за внимание и до новых видео.